Горит один из кораблей военно-морских сил США. Точнее, не горит, а его уже потушили. Да, пожар произошел опять на военном корабле, а совсем недавно, да, буквально неделю назад, даже меньше, мы с вами обсуждали ситуацию, которая сложилась между китайскими и филиппинскими военными кораблями. А сегодня я вам расскажу про пожар на одном из кораблей ВМС США. С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Давайте будем начинать. Полный вперед, поехали! Друзья, 2 дня назад я записывал для вас видео, находясь в Молдове, а сегодня я уже нахожусь в Болгарии. Да, интерьер опять не моей студии домашней, но тем не менее я не могу с вами не поделиться этой новостью, которая произошла буквально вот сегодня. У меня сегодня 21 августа 2025 года, а видео это вы увидите, скорее всего, завтра, то есть 22 августа. Сама же ситуация с пожаром произошла на борту корабля военно-морских сил США, который называется USS New Orleans LPD-18. Это Сан-Антонио класс таких кораблей. Он был второй в серии. Первый, соответственно, был, как вы понимаете, Сан-Антонио. LPD — это такие корабли, которые есть далеко не во всех армиях мира, но у США их довольно-таки много. LPD корабли способны принимать на борт колесно-гусеничную технику, а также некоторое количество вертолетов. Конкретно этот корабль был запущен в эксплуатацию в 2004 году, имеет длину 208 метров при ширине в 32 метра. Экипаж, который его обслуживает, составляет 360 моряков, но так как это, можно сказать, десантный корабль, то количество войск одновременно, которые находятся на борту судна, может быть увеличено до 800 человек. Кроме этого, как я уже сказал, колесно-гусечная техника может быть перевезена внутри корпуса, естественно, судна. Там могут находиться как и танки, так и простые бронетранспортеры, какие-то автомобили, большое количество. Но что интересно, что внутри могут располагаться также суда на воздушной подушке. Они располагаются в кормовой части, там есть специальная аппарель, которая опускается на воду, отсек заполняется, и эти суда на воздушной подушке могут покинуть борт судна для скорейшей транспортировки, перемещения в нужную точку. На хелидеке, который находится наверху, располагаются, соответственно, вертолеты. Судно, естественно, так как это военный корабль, имеет собственное вооружение. Это 2 30-миллиметровые пушки Bushmaster, а также на борту есть 2 установки с ракетами Рим-116. Это ракеты, которые могут перехватывать другие ракеты, либо просто работать как земля-воздух. Это было несколько слов о корабле. Теперь давайте перейдем к месту, где это все произошло. Произошло это все на острове Окинава, Япония, где базируется 18-е крыло ВВС США. Также там есть 14 других американских военных баз. Естественно, при таком количестве баз, при базировании целого крыла ВВС США, там не могут не находиться корабли снабжения. Так как LPD является не только десантным кораблем, но и кораблем снабжения, то, естественно, есть там некоторое количество таких судов. Забегая вперед, скажу, что там находился не только USS New Orleans из этого класса кораблей, но а также и другие суда. На этом острове есть так называемый White Beach, возле которого есть якорная стоянка, где бросают суда, корабли для перестоя, для проведения каких-то работ, ну и так далее. Как раз вот в этом месте и произошел пожар. Но до того, как пожар произошел, USS New Orleans покинул акваторию порта для проведения каких-то испытаний. Они вышли за навигационный канал, покрутились там, повертелись и зашли обратно, бросили якорь. И где-то примерно в 16:00 местного времени 20 августа на борту судна начался пожар. Что стало причиной пожара, нам пока не говорят. И насколько мне известно, как мне подсказывает мой предыдущий опыт, если что-то касается военных кораблей, ну и в принципе военных, то причину нам, скорее всего, и не скажут. Тем не менее, для ликвидации пожара понадобилось примерно 12 часов. Давайте перейдем к видеокартинке и попытаемся проанализировать, что мы видим из того, что снято, я так думаю, что с вертолета. Но явно это не дрон. Посмотрите, видео снято уже в темное время суток, то есть начался пожар в 16:00, прошло какое-то время, и вот мы получаем вот это видео. Проанализировав этот ролик, видно, что идет охлаждение носовой части корпуса судна,
USS New Orleans не видно пламени, которое вырывается из корпуса судна. То есть можно предположить, что все происходило именно внутри, что не было открытого пламени, которое вырывалось наружу. Есть какое-то количество буксиров. Кстати, буксиры ассистировали, видно, это не пожарные буксиры, это обыкновенные буксиры, потому что пожарные, они имеют характерный окрас. И они проводят именно boundary cooling. То есть что это такое? Boundary cooling — это охлаждение смежных помещений для того, чтобы пламя, которое разгорается внутри, не перебросилось на смежное, не распространилось внутри корпуса судна. Естественно, ну, я думаю, с вероятностью в 99%, и мы это немножко дальше увидим, что внутри также ведется борьба с пожаром. То есть борьба с пожаром ведется как в самом помещении, которое горит, нам не называется это помещение, естественно. А когда ведется борьба с пожаром внутри помещения, обязательно мониторятся смежные помещения с помощью инфракрасных датчиков. У нас есть такой прибор, инфракрасный термометр, который может мерить температуру переборок. То есть что такое переборки на обыкновенном, на простом языке? Переборки — это стенки. И если горит помещение, то вы обязательно должны мониторить температуру в смежных помещениях. То есть это мониторится смежные помещения, которые находятся на одной и той же палубе, а также смежные помещения, которые находятся сверху и снизу. То есть на палубу выше, на палубу ниже. И так как простого охлаждения внутри может не хватать, либо к ним, возможно, нет доступа, то вызываются вот такие буксиры, которые также охлаждают корпус судна с внешней стороны. Так тут на самом деле и происходит. Мы видим, что буксиры проводят охлаждение. На этой картинке отчетливо видно, как пожарные расчеты, несколько пожарных расчетов готовятся к борьбе с пожаром, либо отдыхают уже после того, как они вышли из помещения. В помещении на самом деле находиться нельзя долго. Баллона, которым снабжен бризинг аппаратус, то есть аппарат для дыхания внутри помещения, там, где проходит пожар, там, где сильная задымленность, там, где много дыма, вы не можете нормально дышать, вы дышите только через дыхательный аппарат. А баллона, ну, на наших судах баллона хватает минут на 20, если быть честным. Там вообще написано, что до получаса, но если быть честным, 15-20 минут при интенсивном дыхании баллон заканчивается. И здесь на палубе видно огромное количество, видите, огромное количество этих самых баллонов. Они, скорее всего, просто ждут своей очереди, потому что как только человек выходит, баллон скидывается, прикручивается новый баллон и одевается уже следующий пожарный, который должен будет заходить бороться с пожаром. Здесь можно наблюдать как баллоны одного размера, так и другого. Вот тут вот видно, что лежат готовые костюмы, это fireman outfit, то есть костюм пожарного, который надевается на человека. Обычно пожарный расчет составляет 2 человека, ну, по крайней мере, на наших судах. Вот видно, они здесь отдыхают после того, как вышли, скорее всего, из помещения. Очень тяжело, на самом деле, даже во время тренинга, если вы проводите полноценный боевой тренинг, то пожарным тяжело там находиться. Сильно много сил уходит на вот это вот движение, сам костюм тяжелый, неудобный, плюс баллоны, плюс задымленность и так далее. Вот, кстати, в той носовой части судна, откуда выходит дым, там обычно располагаются какие-то складские помещения. Есть несколько кардеков для колесной техники, поэтому причин для пожара, на самом деле, как я уже и сказал, может быть много. Немного ниже располагается машинное отделение, там находятся auxiliary engines, то есть двигатели, вспомогательные двигатели, и чуть ближе к корме находится уже главный двигатель. 4 силовые установки, которые называются Colt Pillstick, работают на дизеле. Суммарная мощность 41 600 лошадиных сил на валу. Способен разогнаться такой корабль до 22 узлов. Ну, на самом деле, мне кажется, довольно-таки массивно, красиво выглядит, хороший дизайн даже для военного корабля. Было заказано 26 кораблей к постройке, 13 уже эксплуатируются и 13 еще строятся в данный момент, либо будут строиться в дальнейшем. Цена единицы 1,6 миллиарда долларов. Это средняя цена. Самый дорогой на сегодняшний момент корабль из этой серии по проекту стоит 2 миллиарда долларов. На различных фотографиях, а также видео, которые мы с вами только что посмотрели, видно, что буксиры занимались только охлаждением. То есть не было непосредственной борьбы с открытым пламенем.
Есть фотографии вот как и ночные, так и с утра они продолжали это делать. И примерно в 4 часа было задекларировано, что пожар они смогли все-таки победить, потушить. Был, кстати, задействован не только экипаж самого USS New Orleans, также помогли их сослуживцы с USS San Diego. Это тоже Landing Platform Dock, то есть LPD, только New Orleans это LPD-18 у него порядковый номер, а у Сан-Диего порядковый номер LPD-22. И еще в тушении пожара принимали участие, как я уже сказал ранее, ВМС Японии, а также береговая охрана Японии. В результате этого пожара, как уже заявляют наши любимые эксперты, судно может быть выведено из эксплуатации на срок до 150 дней. Но уже достоверно известно, что 2 моряка со стороны США получили травмы легкой степени тяжести, и им оказали медицинскую помощь прямо на борту этого судна, и сейчас их жизнь вне опасности. Что там могло загореться? Там на самом деле огромное количество электроники, там есть техника, там есть автомобили, там очень много материала, который может гореть. Может быть банальное, простое какое-то короткое замыкание или нарушена техника эксплуатации того или иного механизма. Вот, ну, тут рассуждать можно бесконечно, и правды мы на самом деле, наверное, и не узнаем. Хотя, может быть, когда-нибудь и узнаем. Ну и наши любимые конспирологи, как же без них, они сразу же начали говорить, что это была атака на корабль военно-морских сил США, который стоял на якоре. Друзья, какая это может быть атака, если возгорание произошло внутри помещения, не снаружи, а внутри? То есть это была, если это и была атака, по мнению конспирологов, с которым я абсолютно не согласен, то это была какая-то диверсия, либо саботаж. Еще раз говорю, что я эту версию не рассматриваю. Я думаю, что это просто была нарушена техника безопасности, либо какое-то повреждение одного из механизмов, либо электрики. Хорошо, что удалось потушить пожар. Мне кажется, что его быстро удалось локализовать, то есть в течение 10-15 минут вы должны уже локализовать пожар, чтобы он не распространялся дальше. Может быть, из вас кто-то помнит, был сильнейший пожар на борту судна USS Bonham Richard в 2020 году, это вертолетоносец. Тогда не удалось быстро локализовать пожар, и он распространился по всему кораблю, что привело к его полной потере. То есть повреждения тогда были настолько серьезные для корабля, что не было смысла его даже ремонтировать, а пришлось просто пустить его на скрап, вывести из эксплуатации, перерезать, и все. Настолько сильный тогда был пожар. Судя по всему, из того происшествия были сделаны какие-то выводы, и руководство армии США стало уделять больше внимания для тренинга теоретическим и практическим знаниям борьбы с пожарами. Если это так, то вот результат. То есть судно, скорее всего, не потеряно, но на какое-то время его выведут в эксплуатацию для дальнейшего ремонта. Вот такие вот у нас новости сегодня, друзья. Спасибо, что зашли на канал. Кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь. Кому не жалко, поставьте лайк этому видео. Кто подписан, но по какой-то непонятной для меня причине не нажал колокольчик, прошу это сделать. Делитесь своими мнениями, вопросами, а также комментариями под этим роликом. С вами был Капитан Максим, вы были на канале Максмастер. Всем спасибо за внимание, я на связи.